Вот у тебя одна батарейка. Сколько раз в неделю ты ее заряжаешь? Не знаю, 3 или 4. 3-4. Брось, это несерьезно. Это какой-то жалкий детский лепет. Вот я заряжаю батарейку примерно 1 раз в неделю. Да ладно. Да представь себе, мы сделали сетикука, в которой 3 батарейки. То есть я откатываю одну батарейку, она садится, я включаю вторую батарейку, она садится, я включаю третью батарейку, а первую ставлю на зарядку. Понятно. Ты думаешь, мы тут просто видосики снимаем? Нет, дело не в этом. Мы постоянно что-то дорабатываем, мы постоянно проверяем каждую партию перед отправкой в Россию. Вот ты такой, значит, поехал ты, например, на дальняк, да? И у тебя, допустим, сорвало резьбу на переднем колесе. Как тебе такое? Я не хочу, чтобы мне сорвало резьбу. Нет, правильно. У меня очень большие планы. Да, это неприятное зрелище. Именно поэтому мы снимаем наши видео. Вы пишете комментарии, просите о чем-то доработать, вы просите на что-то переделать. Мы читаем комментарии, мы переделываем, снимаем видео. Это как... Круговорот. Да, круговорот. Вот именно поэтому мы всем этим и занимаемся здесь. И я думаю, что сейчас мы выпьем и поедем на съемки. Оливку будешь? Спасибо. Скорее всего, после этого видео акции компании Skyboard на Уолл-стрит взлетят просто до небес, потому что сегодня мы вам презентуем нашу классическую модель BR20, но с новыми функциями и изменениями. Ремейк классики. Погнали! Ну, начнем с общего внешнего вида. Кардинальных изменений вы здесь не увидите. Да и правильно, зачем менять уже полюбившуюся вам модель? Мы просто внесли некоторые изменения именно в начинку, чтобы сделать эту модель еще более дальноходной, более быстрой и более надежной. Как всегда, по традиции, пойдем спереди назад. И сразу, что мы видим, это дисковые, гидравлические, вентилируемые тормоза. Кстати, тормоза профессиональные, это обеспечивает контролируемое и четкое торможение. Здесь же мы с вами видим двойную мотоциклетную амортизационную вилку. Давайте посмотрим, как она работает. Довольно-таки пружинистая. Я бы сказал, средней жесткости, но мне именно так и нравится. Это дает еще больше контроля на дороге, то есть нет никакого отстреливания, провалов. Вы просто едете, и она проглатывает все неровности и какие-то изъяны наших с вами дорог. Кстати, о наших дорогах. Мы находимся в Китае, поэтому у нас тут немножко с этим получше, не считая вот таких мест, в которых мы любим снимать. Почему мы любим здесь снимать? Да чтобы протестить на самом деле, на что способны эти байки. Но, думаю, для русских дорог это тоже вполне себе подойдет. А теперь давайте поговорим о наших светошумовых приборах. Также пойдем снизу вверх. Вот эти вот два глаза алмаза, это наши противотуманные фары, они же стробоскопы. Включаем. В принципе, они довольно-таки яркие. Я думаю даже, что при дневном свете их отлично видно. Далее, следующее, поворотники. Естественно, левый и правый поворотники. Это очень важно, потому что иначе вы не сможете просто стать участником дорожного движения, и это опять же безопасность. Далее головной свет. Включаем на ближний свет и включаем на дальний свет. Вот такие вот у нас две функции здесь. Кстати, о поворотниках забыл добавить, что в них есть функция аварийного сигнала. То есть ночью, днем вы где-то остановились на обочине с какой-то целью, включили поворотники, вас прекрасно видно, и другие участники дорожного движения понимают, что вас нужно объехать, либо же, не дай бог, помочь. Но, надеюсь, до этого не дойдет, и вы будете останавливаться только для того, чтобы насладиться красивыми видами. Давайте включим всю нашу гирлянду и посмотрим, как она светит. Туманки, фара, поворотники. Я думаю, вам видно лучше, чем мне. Ой, хотя я вижу, как она отсвечивает на операторе. Значит, все отлично работает. Выключаем. Самая важная часть любого транспортного средства – это бибикалка, звуковой сигнал. Давайте послушаем. Нормально так, даже эхо прошлось по озеру. Мы, походу, распугали всю рыбу, вот этих вот ребят-рыбаков. Ну и ладно, нам ее не есть, нам ее не ловить, поэтому нам пофиг.
Следующая часть, которую мы можем видеть, это вот эти вот прозрачные тормозные бачки. При помощи прозрачных тормозных бачков мы можем контролировать уровень тормозной жидкости и, если необходимо, доливать. Но у нас еще, честно, ни разу не возникло такой необходимости. Это довольно-таки надежная система тормозная здесь. Кстати, используем жидкость DOT 3 или DOT 4. В принципе, она дешевая, и найти ее тоже не возникнет никаких проблем. Ну, давайте пройдемся по нашей передней панели. Посмотрим справа налево, что мы здесь видим. Мы видим здесь рукоятку акселератора, она же газулька. Здесь у нас несколько тумблеров. Вот здесь у нас переключение переднего и заднего хода. И да, мы подошли к одному из самых главных изменений здесь. Мы добавили задний ход в этот байк. Для чего? Да просто для того, чтобы разворачиваться на каких-то ограниченных пространствах было удобнее. И это действительно удобно. Давайте я вам продемонстрирую. Вот смотрите, мы сейчас на небольшой такой дороге. Естественно, радиуса разворота нам не хватает и приходится делать вот это вот. Да? А зачем нам вот это делать, если можно сделать вот так? Вот, и мы уже едем в необходимую нам с вами сторону. Таким образом, задний ход очень помогает при разворотах. Это очень приятная дополнительная функция, но я все же вам не рекомендую ездить постоянно задним ходом, потому что это как минимум небезопасно, максимум непрактично. Ну давайте двигаемся далее. Тумблер переключения скоростных режимов. По всей логике понятно, что 1 это минимальная скорость, 2 это средняя скорость и 3 мы сможем развить с вами максимальную скорость, которая, кстати, составляет сколько? А вы увидите чуть позже, после нашего теста скорости. Вот эта вот замечательная красная кнопка, это как раз таки включение наших противотуманных фар. А это у нас держатель для телефона с функцией подзарядки от USB. Сюда мы втыкаем наш шнур, наш девайс заряжен, и мы прямо на ходу можем вот этим небольшим тумблером снизу просто выключить наш зарядник и продолжить движение. Под спидометром располагается вот такая вот красная кнопочка с белым треугольником. Наверняка вы уже догадались, что это наше включение авариек. Очень удобно, легко дотянуться из любой позиции. И слева у нас кнопка гудка, поворотники. Легким движением пальца они включаются и выключаются. И трехсекционный переключатель включения света головной фары. Естественно, выключен ближний свет, дальний свет. Ну и естественно, куда же без зеркал заднего вида. Зеркала довольно-таки большие, информативные, имеют довольно-таки широкий диапазон настройки. И даже если вы девушка, вы можете спокойно краситься, используя это зеркало. Специально я не упомянул об одном моменте. Кто заметил, пишите в комментариях. Пишите «Я заметил». Кто не заметил, поясню. Здесь нет замка зажигания, у нас не висят ключи, но наш байк уже включен. Все почему? Все потому, что мы избавились от огромной кипы ключей, прочитав ваши комментарии, выслушав вашу обратную связь. Мы просто избавились от замка зажигания, вместо него мы установили функцию заднего хода и перенесли зажигание на кнопку. То есть теперь при помощи кнопки мы можем запустить наш байк и начать движение, не слушая никакое бряцание ключей, не переживая о том, что ключей слишком много и мы запутаемся, воткнем ненужный ключ не туда и что-нибудь сломаем. Вот, собственно, и все, что нам нужно, чтобы завести наш байк. Я бы даже сказал, вот, что нам нужно, чтобы завести наш байк. Просто брелок. Но их два, как всегда, один запасной. Как мы поступаем? Мы снимаем его с сигнализации, если он стоит на сигнализации, и просто нажимаем кнопку. Вуаля, мы готовы к поездке. Но все же кое-какие ключи мы используем, а именно ключи для доступа вот сюда. Но об этом немножко попозже. Ключи для доступа в наш багажник, но об этом немножко попозже. И ключ для доступа к батарейкам, но об этом немножко попозже. Ну а сейчас по просьбам наших подписчиков мы разобьем этот скутер. Смотрите, он включен, он готов к поездке, я просто крутану газ и убегу. Ничего не происходит, все потому, что у нас специальная подножка, которая блокирует наш газ. Для чего это сделано? Для того, чтобы случайно не крутануть и наш скутер не поехал без нашего на то разрешения и желания. Мы просто садимся, убираем подножку и уже можно спокойно ехать. Поговорим о заднем колесе. Это не просто колесе, а мотор-колесе. 3000-ваттное мощное колесо, которое, собственно, и приводит в движение наш байк. Также сзади мы видим вот такое вот
сооружение. Это наш регулируемый амортизатор. Кстати, его можно настраивать при помощи вот этой вот гайки. Можно затянуть пружину и сделать пожестче, можно расслабить и сделать помягче. Сюда же мы закачиваем воздух при помощи насоса с манометром и регулируем давление, чтобы было одинаково в обеих стойках. Ну и куда же без заднего тормозного диска? Да, как вы поняли уже, тормоза дисковые, гидравлические, вентилируемые, что обеспечивает очень комфортное и контролируемое торможение. Ну и давайте быстренько пройдемся по небольшим вкусняшкам, таким как подножки для вашего пассажира, таким как вот такой вот большой пластиковый багажник. Давайте, кстати, посмотрим, что у него внутри. Открываем, вот такие вот защелки снимаем, так вот открываем. Довольно-таки объемный. Кстати, в комплектации у вас будет коробочка с инструментами, но мы уже половину потеряли. Но тут много всего интересного. Запасные части, катафоты, кое-какие заглушки, запасные болты. Вот такой вот ключик для настройки наших амортизаторов теперь будет в каждой коробочке. Естественно, в нашей комплектации будет вот такое вот крутейшее 4-амперное зарядное устройство, которое зарядит ваш байк быстро и правильно. Многие недобросовестные поставщики используют дешевые зарядки, которые просто вливают ток в ваши батарейки. Мы же используем зарядку с чем? Правильно, с процессором и охлаждением. Поэтому пользуйтесь и получайте удовольствие. Ну и также в комплектации со скутером идут вот такая вот сумочка. Чехол от пыли и воды. Водонепроницаемый чехол для защиты от пыли и дождя и много всего интересного. Ну давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади, естественно, у нас тоже располагаются световые приборы, а именно тормозной свет и поворотники, в которых также присутствует функция аварийек. Ну а теперь об одном из главных изменений в наших сетикок от компании Skyboard. Мы получили много комментариев, мы получили много писем, телеграфных звонков, азбуки Морзе о том, что вот эта вот наша площадочка для багажника абсолютно ненадежная, и более того, она еще и бьет по крылу, царапает крыло. Может быть, вы помните, что в предыдущих байках такой же модели BR20, да и BR30 в принципе тоже, здесь были вот такие вот ручки, и вот эта панель крепилась вот так вот вертикально, то есть была одна плашка, вторая плашка, и они вот так вот соединялись болтами, что соответственно делало площадь крепления этого багажника намного меньше. Мы же прислушались к вам и переделали это дело. Теперь у нас крепление горизонтальное и намного большая площадь соприкосновения. Во-первых, мы используем 4 болта, во-вторых, вот эти вот плашки сами по себе большие. И это делает эту конструкцию довольно, смотрите, таки надежной. Что же касается пробития и касания нашего крыла. Что же касается пробития и касания нашего крыла. А что, вообще другого места нету. Вот прям, вот посмотри туда поснимай, вот и туда поснимай. Вот. Сработало. Что касается крыла, сейчас мы вам просто все и покажем. Я сажусь своей мощной тушей на вот этот байк и буду прыгать. Кстати, забыл сказать, стойки-то у нас усиленные. Мы добавили пару витков пружин и увеличили объем вот этого бака для воздуха, а также толщина штока немножко увеличилась, что делает эти стойки более надежными. Сейчас стойки расслаблены, без газу, и я буду прыгать. Ну что? Есть шанс на пробитие? Нет? Ну давай вот так. Также этот байк немножко пожестче, чем та же модель BR30. И если потянуть стойки, кстати, что мы вам настоятельно рекомендуем, это действительно сказывается на комфорте езды и даже, может быть, немножко на безопасности, то есть более чувствительная езда. Вы никаким образом, я не знаю, каким образом вообще, в принципе, вы тот-то байк пробили, ладно. Вот, здесь вы точно никаким образом не заденете ни вот этой частью, даже если я вот так вот лягу на него, снимай меня. Ну, никак. То есть мы прислушаемся к вам и сделали вот этот момент вот таким вот образом. Я надеюсь, никаких вопросов поэтому больше не возникнет. Ну, давайте посмотрим, что у нас под сидушкой. А под сидушкой у нас
две вот таких вот замечательных батарейки. Кстати, батарейки у нас 20 ампер часов на 60 вольт. Довольно-таки увесистые. И проехать на них можно порядка 50 километров. Если вы нам не верите, посмотрите видео, где мы делали испытания вот этих батареек на двух разных байках, на BR20 и на BR30. И мы проехали по 50 километров, и даже еще немножко осталось, чтобы дотянуть до дома. Ну а теперь немножко арифметики. Если одна батарейка проезжает 50 километров, как на этом байке проехать 150 километров? Да легко! Потому что сюда мы добавили место под дополнительную третью батарейку. Здесь у нас было неиспользованное пространство. В принципе, оно добавляло немножко клиренса, но особой разницы это не сыграло. И мы добавили сюда место под третью батарейку. Вы можете сразу установить 3 батарейки 20 ампер часов. Каждая может проехать 50 километров и отправиться в путешествие на 150 километров. Но в один конец, потому что не забывайте, что если вам нужно возвращаться, лучше ехать примерно на 75 километров и столько же потратить на обратную дорогу. В общем, мы использовали вот это пространство. В общем, мы поняли, что главное в электротехнике это, естественно, сколько она сможет проехать. Даже если взять те же Теслы и какие-то китайские модели, то главный вопрос, а сколько проедет на одном заряде? Что ж, сейчас можно сказать, на 3 зарядах, но тем не менее на одном байке в максимальной батареечной комплектации мы можем проехать 150 километров, а это уже серьезная цифра. Так, наш телефон, держатели для телефона, значит, мы решили проверить самую главную функцию, это Bluetooth. Bluetooth нажимаем, Pairing, Pair. Отлично, звуковой сигнал говорит нам о том, что мы готовы слушать музычку. Наваливаем погромче. Да, мы будем слушать музыку через наш байк, потому что колонка установлена прямо в спидометре. Это очень удобно и эргономично. Так, что у нас сегодня? Ну, короче, ребят, как всегда, Skyboard, погнали! Не будем изменять традициям и покажем вам, на что способен этот байк BR20 от компании Skyboard. Испытание скорости. Так, значит, у нас BR20 от компании Skyboard. Все те же 3000 ватт мощности, все та же батарейка 60 вольт на 20 ампер. Посмотрим, что он может. Погнали! Довольно резвый набор. И скорость уже 40 км. Твою дивизию. Вот это я сейчас чуть без телефона не остался. Китайцев убью. Так, на скорости 43 км в час у нас отвалился телефон. Попытка номер 2. Они просто не защелкнули крепление для телефонов, да и я как-то прошляпил. Итак, звуковой барьер 47, 49, нет, 53. Что он падает? Так, ну мы разогнались до 53 км в час. Так, ну и ладно, давайте разгонимся в обратном направлении и посмотрим. Ну, 53 км в час. Это на самом деле хорошая скорость. Так, и сейчас в обратном направлении проверим максимальную скорость и вычислим среднее. А то вдруг там, не дай бог, пригорок. 41, 42. Я надеюсь, вам все видно. 44, 46,
48, 50, 51, 52. Так, 52 километра в час мы с вами разогнались. Так, в ту сторону 53, в обратную сторону 52 километра в час. Что ж, в ту сторону мы разогнались 53 км в час, в обратную сторону было 52 км в час. Я думаю, что это исключает какую-либо большую погрешность, либо же ошибку. И мы можем сказать, что скорость 53 км в час. Это вполне себе достойно и не нарушает никаких правил. Вот и подошло к концу испытания нашего обновленного красавца BR20 Ситикок от компании Skyboard. Что я могу сказать по поводу этого байка? Да, у нас уже была модель BR20, и она зарекомендовала себя как очень надежный, неприхотливый байк, но мы внесли кое-какие обновления, которые явно пошли ему на пользу. Вкратце расскажу. Мы убрали замок зажигания и добавили ключ-кнопку. Мы добавили место под третью дополнительную батарею. А учитывая, какие сейчас батареи производятся, а именно 20 ампер часов 60 вольт, этот байк может проехать порядка 150 километров сейчас. Мы переработали нашу систему крепления багажника, и теперь за крыло мы можем точно не опасаться. И это огромный плюс. Мы это испытали, мы прокатились по всяким плохим дорогам, и это действительно так. Мы усилили наши задние амортизаторы, что добавило комфорта и безопасности, я бы сказал, в разы, и это действительно ощущается. Ну что еще сказать? Это классика, идущая в ногу со временем и в ногу с вашими комментариями и просьбами. Пишите нам комментарии, давайте обратную связь, также заходите на наш сайт skyboard.store и смотрите на все модели компании Skyboard. И когда вы выбрали интересующую вас модель, цвет и комплектацию, вот вам список городов присутствия. Пожалуйста, созванивайтесь, записывайтесь на тест-драйв, приходите, пробуйте, трогайте, нюхайте, катайтесь и покупайте Ситикок Skyboard именно под ваши цели и задачи. Также пишите нашим менеджерам на сайте, вам всегда с радостью ответят. Ну а с вами были Андрей и Евгений, компания Skyboard. Пока.